Дорогие друзья, мне нужна ваша помощь, которая, впрочем, не обременит вас нисколько. Но каналу поможет здорово. Все, что от вас требуется, это произвести несколько простейших манипуляций. Проверить колокольчик, если он не нажат, то нажать на него, а из 3 вариантов выбрать все уведомления. Высокий процент подписчиков на канале, которые настроили уведомления именно таким образом, повышает эффективность распространения материалов, что в нашем конкретном случае очень желательно. Благодарю вас. По просьбе моих подписчиков и ведомый желанием лично внести лепту в дело протеста против выстроенной антинародной системы, которая на наших глазах цементирует все наши права и свободы, подавляет инакомыслие и запугивает в самых отвратительных формах выражения людей инициативных, я решил организовать эту петицию. Но мне понадобится помощь тех русских людей, кто живет в эмиграции, в странах Евросоюза, в Штатах, чтобы придать огласке эту инициативу. Возможно, организация соотечественников, которые смогут продвинуть результат этой сетевой консолидации в те организации, которые могли бы максимально повлиять извне на сложившуюся ситуацию в стране. Узурпаторам нужна тишина и запуганная репрессиями инакомыслящих и инициативных населения. Поэтому наша задача начать шуметь, разворошить это осиное гнездо. И я уверен, что у нас это получится, что положительный результат этой инициативы будет. Российская оппозиция задавлена изнутри, наполнена со стороны узурпационной власти разного рода провокаторами, которые не дают протестной энергии аккумулироваться. Поэтому важно, чтобы оппозиционно настроенные здравомыслящие люди, которые живут вовне этой системы, могли объединиться в соработничестве против этой воровской и антинародной власти с теми, кто находится внутри. Протестная деятельность должна быть разнообразной, разноплановой, но также она обязана быть и бескомпромиссной, принципиальной, не идущей ни на какие уступки с уже зарекомендовавшим себя как геноцидный режимом. В этом плане протестное общество должно научиться вычислять из среды тех, кто призван расколоть его, персон и лидеров мнений, которые, используя искренность и готовность бороться, направляют такую энергию на жернова мельницы системы, демотивируя тем самым протестную публику. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что эта инициатива одна лишь из попыток протестной мобилизации, одновременно с которой вы должны проявлять и прочую протестную активность, которая вам доступна. Некоторые блогеры призывают к системе опознавательных знаков для того, чтобы начать эмоционально ободряться, почувствовать плечо и переломить выученную беспомощность. Пусть будет так, это хорошо, считаю такие предприятия похвальными. Я уже говорил, что подобный акционизм и подобного рода мобилизация запускают очень серьезный процесс, очень эффективный процесс. И поэтому предпринимайте одновременно с этим и другие попытки противодействовать этому преступному режиму. Все мы, ниже подписавшиеся граждане Российской Федерации и живущие в эмиграции соотечественники, заявляем. В России инициирована электоральная процедура по изменению действующей Конституции, которая противозаконна по своей сути. Вместо всероссийского референдума, правила которого четко прописаны в Конституции 1993 года, нам предлагается голосовать оптом за огромный спектр самых разных социальных и прочих поправок, которые вполне спокойно могли бы быть прописаны в федеральных и прочих законах. Однако мы понимаем, что за всем этим многообразием инициатив, которые неоправданно и безграмотно хотят закрепить в основном законе страны, есть единственный мотив – обнуление сроков действующего президента, которое даст ему возможность продлить свои полномочия. Процедура так называемого голосования окружена уже сейчас грубейшими нарушениями и злоупотреблениями наших прав и свобод. Нам ничего не остается, кроме как выказать свой протест в форме обращения и сбора подписей, трактуя также эту форму в качестве альтернативного референдума, чтобы показать массовость несогласия с происходящим. Этот псевдоплебисцит будет проходить в условиях постоянно ухудшающейся эпидемиологической обстановки, в чем мы усматриваем беспрецедентный цинизм власти. Мы призываем демократические силы стран Европы и Запада не признавать этот свершившийся госпереворот. Все это произошло без нашего согласия, без возможности с нашей стороны высказать свое несогласие и с беспрецедентными фальсификациями, с запугиванием и принуждением со стороны
страны, имеющих административный ресурс. Мы хотим зафиксировать наше это несогласие, так как это может быть одним из поводов, который позволит вернуться в дальнейшем к форме правового государства. Мы призываем средства массовой информации за рубежом поддержать нас в нашем вынужденном бесправии и освещать на широкую публику то, что происходит в нашей стране в этот сложный период времени, фиксировать нарушения прав человека, которые имеют место сейчас в России. Мы призываем также лидеров демократических стран оказывать всяческое персонифицированное и прицельное давление на ту систему, которую выстроил Путин и его приспешники, и выражаем готовность содействовать этому давлению изнутри теми способами, которые нам доступны. Обделяя нас в объективном и честном волеизъявлении, нынешняя российская власть намеренно провоцирует общество на силовые формы противодействия ей, что было бы крайне нежелательным. Ввиду всего вышесказанного мы выражаем вотум недоверия действующему президенту РФ, правительству и прочим законодательным институтам, которые поддержали и одобрили это антиконституционное предприятие. Требуем организовать общероссийский референдум с присутствием международных наблюдательных организаций и призываем мировое сообщество поддержать нас в этом требовании. Мне нужна помощь тех, кто хорошо знает иностранные языки. Было бы очень здорово, если этот ролик будет переведен на разные языки, ввиду важности предмета обсуждения и с целью привлечения внимания, в том числе и иностранной общественности. Прошу максимально распространить этот материал не потому, что это нужно мне как блогеру, а потому, что это может помочь вам, тем, кто оказался сейчас в правовом вакууме. Россия будет свободной.